Актеры уверяют, что влюблены, а потом расстаются из-за плотных графиков, но фанаты уже давно не верят в эту отговорку. В этом видео вы узнаете, чья любовь была не настоящей и что именно корейские артисты прикрывают своими фиктивными отношениями. В романе Ли Мин Хо и Пак Мин Йон было очень много странностей, но поначалу их никто даже не заметил. Все из-за того, что их прекрасная игра в «Городском охотнике» просто завораживала. Конечно же, поклонники мечтали, чтобы отношения такой красивой пары продолжались и за пределами дорамы. Они познакомились еще в 2007 году на проекте «Я Сэм», поэтому съемочная площадка «Городского охотника» в 2011 году стала для них местом уже для второй встречи. Романтические сцены в дораме казались такими естественными, что все сразу же поверили, когда актеры объявили о своих чувствах и в реальной жизни. Но на самом деле этот роман был буквально сшит белыми нитками. Видимо, Диспатч слишком быстро опубликовал фотографии тайного свидания Ли Мин Хо и Пак Мин Йон в Каннаме, поэтому агентства даже не успели между собой договориться. Так агентство Пак Мин Йон сразу же признало отношения, а вот агентство Ли Мин Хо все категорически опровергло. Дальше больше. В самый разгар романа крупную церемонию награждения актеры посетили по отдельности и демонстративно избегали даже простого упоминания имени друг друга. И в довершение ко всему они расстались, провстречавшись всего полгода. А потом представитель Ли Мин Хо неожиданно сказал, что по сути пара никогда и не была в глубоких полноценных отношениях, как другие влюбленные, а просто узнавала друг друга и из-за занятости так и не смогла развить этого что-то большее. Фанаты, безусловно, были очень разочарованы. Пара, которая могла бы стать одной из самых красивых в истории Кореи, на самом деле оказалась не более чем выдумкой ради рейтингов. Оказалось, отношения были нужны для того, чтобы повысить популярность «Городского охотника» и продать права на его трансляцию в Китай, где Ли Мин Хо как раз начинал приобретать известность. И, кстати, план сработал идеально. На фоне всех этих событий права на трансляцию «Городского охотника» в Китай были проданы по рекордной для того времени цене – более 10 тысяч долларов за одну серию. Но когда фанаты об этом узнали, все цели были уже достигнуты, и слишком критиковать артистов было бессмысленно. Со временем Ли Мин Хо стал звездой такого масштаба, что стоило ему объявить о своих отношениях, другие события на этом фоне просто меркли. К сожалению, иногда есть большое желание этим воспользоваться. Так, в 2015 году Диспатч неожиданно выпустил фоторепортаж о тайных свиданиях Ли Мин Хо и Сюзи в Лондоне и Париже. Выяснилось, что инициатором знакомства через общих друзей стал сам Ли Мин Хо. При этом агентства Star House и JYP Entertainment очень быстро подтвердили, что артисты действительно вместе уже около месяца. Но как раз в это же самое время в стране произошло крупное неприятное событие, которое, возможно, кто-то хотел замаскировать и увести обсуждение в другое русло. Такие известные артисты, как Ли Мин Хо и Сюзи, отлично для этого подходили. После того, как фанаты узнали, что сердце актера больше не свободно, акции его агентства начали стремительно терять цену. С агентством Сюзи происходило то же самое. Но даже несмотря на это, пользователи сети все равно назвали их союз постановочным. Говорили, Ли Мин Хо устраивал для Сюзи красивые романтичные свидания за границей, арендовал дорогие машины и рестораны, даже познакомился с ее мамой. Однако поклонники все равно в искренние чувства не верили. Фотографии тоже, по мнению фанатов, были похожи на хороший сценарий, который актеры пытались отыграть со всем своим профессионализмом. Таким образом, никто не удивился, когда спустя почти 3 года пара рассталась. А за все это время в интернете не появилось ни одного совместного снимка, ни одной совместной дорамы и ни одного совместного появления на красной дорожке. Есть предположение, что оба артиста очень хорошо заработали на своем ненастоящем романе. У Ли Мин Хо уже был опыт таких отношений с Пак Мин Йон, Сюзи тоже пиар пошел на пользу. Возможно, в то время ей это было необходимо для продвижения, потому что уже очень скоро она приступила к своей новой постановке.
В большинстве случаев фанаты портят отношения знаменитостей, но иногда их повышенный интерес можно обернуть в свою пользу. Так сделали Сюзи и Ли Дунук. Некоторые с самого начала сомневались в их романе. Это произошло в 2018 году, когда одно корейское солидное издание вдруг опубликовало фотографии со свидания Ли Дунука и Сюзи в Чондамдоне. Оба артиста на тот момент были большими звездами, оба харизматичные и самодостаточные личности. Сюзи называли первой любовью нации, а Ли Дунук только-только завершил съемки в дораме Токиби. Они казались людьми из совершенно разных миров, но Сюзи уже тогда называла Ли Дунука своим идеальным типом. У них была огромная по корейским меркам разница в возрасте — 13 лет. На тот момент Ли Дунуку исполнилось 37, а Сюзи всего 23 года. И это была первая причина, по которой артисты столкнулись с неодобрением поклонников. Но интересно другое, они сходили всего на 2 свидания и были только на этапе более близкого знакомства и флирта, но агентство как-то слишком быстро объявили их парой. Таким образом, Ли Дунук и Сюзи как будто оказались перед выбором закончить все сразу же, чтобы не разогревать дальнейшие разговоры, или попробовать встречаться официально. Получается, пользователи сети и пресса буквально навязали им этот статус. Как вы знаете, ничего хорошего из этих отношений не вышло. Всего лишь спустя 4 месяца союз прекратился, как всегда, по причине слишком плотных рабочих графиков. Но были нетизены, которые поговаривали, что этот роман изначально был не более чем прикрытием. Фиктивно встречаться было выгодно и Ли Дунуку, и Сюзи. Зрители все еще пребывали под большим впечатлением от броманса между Ли Дунуком и Гон Ю в Токиби. И поскольку актеры дружат уже много лет, многие считают их больше, чем друзьями. Сюзи тоже оставалась в плюсе. Буквально за месяц до этого в сети появились слухи о возможном воссоединении ее с Ли Минхо. Возможно, слишком быстрое объявление о романе с Ли Дунуком как раз и было нужно для отвлечения внимания поклонников. Кроме того, за все 4 месяца отношений больше никто так и не смог опубликовать ни одной их совместной фотографии. И как только интерес к обоим артистам немного остыл, они тут же объявили о своем расставании. После этого у Ли Дунука больше не было ни одних подтвержденных отношений, и он отшучивается, что ему слишком комфортно в одиночестве. История любви Ли Джун Ки с самого начала фанатам показалась странной. Начиналось все очень романтично. Вместе с актрисой Чон Хи Бин они снимались в дораме «Чосонский стрелок». Это было в 2014 году. И уже тогда пользователи сети вовсю сводили эту парочку за пределами экрана. Но роман подтвердился только в 2017. Причем складывалось впечатление, что признание произошло только из-за давления фанатов и прессы. Так оказалось, что актеры встречались уже на протяжении целых 2 лет, и намерения у них по поводу друг друга были самые серьезные. Конечно, настоящие поклонники в то время очень обрадовались и пожелали паре счастья. Скорее всего, если бы тогда состоялась свадьба, все приняли бы Чон Хи Бин очень тепло. Но буквально сразу же после признания Ли Джун Ки пригласили на передачу «Услада для моих ушей», где ему предстояло общаться по телефону с таинственной незнакомкой. Его собеседницей оказалась актриса Пак Мин Йон. И неожиданно на экране произошла просто невероятная химия. Ли Джун Ки, по мнению зрителей, чересчур сильно флиртовал с Пак Мин Йон, хотя на тот момент он как бы состоял в отношениях. Кто-то сказал, что актер просто играл на камеру по сценарию, но были и те, кто посчитал такое поведение недопустимым даже ради пиара. На фоне всего этого пользователям сети вдруг показалось, что отношения с Чон Хи Бин выглядят как-то неправдоподобно. Из-за реакции фанатов телеканал даже не выпустил финальный эпизод передачи. Ли Джун Ки вообще никак не комментировал ситуацию. Он в то время стал еще более закрытым, чем раньше. Чон Хи Бин же, наоборот, пришла на одну из телепередач и открыто поделилась своей историей любви. Такая разница в поведении заставила пользователей сети задуматься, но не успели они прийти в себя, как неожиданно спустя всего 4 месяца публичных отношений агентство вдруг объявило, что пара рассталась.
Причина — слишком плотные рабочие графики. Это самая банальная отговорка, которую используют все корейские знаменитости, когда они хотят делиться своими настоящими переживаниями. Есть версия, что роман Ли Джун Ки и Чон Хи Бин с самого начала являлся постановкой для того, чтобы перетянуть на себя внимание и прикрыть какие-то проблемы их агентства. Но если на секунду представить, что актеры встречались по-настоящему, в их расставании виноваты только фанаты. Если бы они тогда не вмешались, возможно, сейчас у нас была бы еще одна любимая семейная пара. А так Чон Хи Бин вышла замуж за другого, а Ли Джун Ки так и не нашел свою вторую половинку. Зрителям очень нравится, когда их любимая дорамная парочка начинает встречаться и в реальной жизни. Иногда актеры дарят своим фанатам ощущение, что история продолжается. Но, к сожалению, потом за это приходится платить горьким разочарованием. Так случилось с Нам Джо Хёком и Ли Сон Гён. Мне кажется, что по их истории любви «Фея тяжелой атлетики» можно писать учебники для сценаристов. Эту дораму можно пересматривать бесконечно, и до сих пор мало где еще найдется столько же романтических сцен в одном сериале. Если честно, я и сама очень была рада услышать, что актеры начали встречаться после съемок по-настоящему, и очень расстроилась, когда они объявили о своем расставании всего через 4 месяца. Кстати, Нам Джо Хёк и Ли Сон Гён были знакомы еще задолго до «Феи». Они оба начинали как модели в одном агентстве, дружили, имели кучу общих знакомых, и, если вы помните, вместе сыграли второстепенные роли в дораме «Сыр в мышеловке». Это, кстати, тоже заставляет задуматься, почему чувства появились только после «Феи тяжелой атлетики». Расставание, как всегда, объяснили плотными графиками. И хотя пара успела появиться вместе на различных мероприятиях, их отношения все равно назвали контрактными. Если вспомнить, как все начиналось, кажется, что признаться в чувствах их заставило агентство. Ли Сон Гён разместила на своей страничке фотографию с концерта британской музыкальной группы, где фанаты рассмотрели смазанный силуэт Нам Джо Хёка. На актрису полилась критика, поэтому в агентстве приняли решение переключить недовольство поклонников на романтику. Кроме того, объявить о начале отношений прямо после финальной серии дорамы было очень выгодным решением. «Фея» вышла на международный уровень, рейтинги по всему миру невероятно взлетели, а актеры получили дорогие рекламные контракты. Но как только Нам Джо Хёк приступил к съемкам «Невесты речного бога», роман тут же прекратился. Прежние отношения могли помешать поклонникам влюбиться в новую экранную парочку. Но интересно, что есть поклонники, которые до сих пор не верят в их расставание. Они считают, что агентство таким образом просто защитило актеров от чрезмерного внимания. Фанаты до сих пор ищут на страничках Ли Сон Гён и Нам Джо Хёка парные аксессуары, одинаковые локации или другие невидимые намеки. И, возможно, все корейские артисты держат в тени свою настоящую жизнь, а все остальное только прикрытие. Отношения этой пары продлились всего 5 недель. Искра между Ли Джи Уком и Кариной из группы Эспа пробежала в 2024 году на модном показе Прада в Милане. Но после того, как Dispatch опубликовал их совместные фотографии со свидания, паре пришлось сразу же расстаться. Корейские и китайские поклонники абсолютно не приняли эти отношения. Они были настолько против, что даже отправляли к зданию SM Entertainment фургончики, требуя от певицы извинений. В итоге Карина вынуждена была написать рукописное письмо для фанатов. Таким образом, официально они разошлись из-за того, что чувствовали себя виноватыми перед фандомами. Но некоторые пользователи сети до сих пор уверены, что весь их роман был от начала и до конца спланированной бизнес-сделкой. Во-первых, фотографии Dispatch были слишком хорошего качества и выглядели как постановка. Возможно, таким образом к артистам привлекали международное внимание после модного показа. Вторая версия: отношения Ли Джи Ука и Карины стали щитом, который перекрыл какие-нибудь негативные события в стране, происходившие в то время. К тому же такое стремительное расставание настораживало. По мнению некоторых пользователей сети, настоящие чувства никогда не угаснут так быстро, всего лишь из-за каких-то злых комментариев. Настоящей любви не страшны никакие преграды. Поэтому, скорее всего, контракт расторгли, как только акции агентства начали дешеветь и убытки превысили выгоду. Фанаты сравнили эту историю с историей Ли Дун Ука и Сюзи. Якобы Ли Джи Ук и Карина тоже сходили всего на пару свиданий, но из-за давления прессы были вынуждены объявить себя парой на какое-то время. Как бы там ни было, хорошо, если поклонники испортили фиктивный роман,
роман. Но если Карина или Джиук действительно любили друг друга, это еще один случай, когда фанаты не дали своим кумирам ни единого шанса построить отношения. Мы уже с нетерпением ждали сообщения об их свадьбе, но неожиданно Ли Чон Сок и Аю официально объявили о своем расставании. Фанаты по всему миру очень расстроились, потому что это была одна из самых красивых и влиятельных пар Южной Кореи. Для многих их отношения являлись настоящим воплощением романтики, ведь каждому из нас нравятся истории, когда теплая дружба между парнем и девушкой превращается во что-то большее. Ли Чон Сок был влюблен в Аю еще с тех пор, как они вместе вели музыкальную передачу. И спустя много лет он добился взаимности. Эта красивая сказка радовала поклонников целых 4 года, а потом неожиданно рассыпалась. Официальная версия, конечно же, плотные графики. Но у фанатов на все вопросы уже приготовлены свои ответы. Во-первых, они предполагают, что у влюбленных были разные взгляды на брак. В своих интервью Ли Чон Сок часто говорил, как мечтает о семье, а Ю же находится на пике карьеры и максимально сосредоточена на работе. Вторая версия – ревность. В сети появилось фото, как Ли Чон Сок якобы в парных нарядах с другой девушкой покупает дорогие украшения. Правда, потом выяснилось, что это его стилист и давняя приятельница. В то же время у Аю получилась потрясающая экранная химия с Пён У Соком в дораме «Жена принца 21 века». Есть и третье мнение. Еще несколько месяцев назад один из корейских шаманов предугадал расставание Ли Чон Сока и Аю. Он описал Ли Чон Сока как человека, который искал в партнерше маму и подсознательно испытывал комплекс неполноценности перед ее достижениями в профессии. Кстати, как-то я уже рассказывала в одном из предыдущих видео об огромной привязанности Ли Чон Сока к матери. Посмотрите это видео, если пропустили. Возможно, это многое прояснит. И вот шаман сказал, что Аю выйдет замуж в 37 лет. Аю волевой человек, который привык нести все на своих плечах и не умеет опираться на других. В 37 лет в ее жизнь придет замужество. Словно принц на белом коне к ней примчится благородный человек, который сможет компенсировать все особенности ее характера и станет идеальным мужем, напророчил он. Не знаю, как вам, а мне при слове «принц на белом коне» сразу же представляется Ли Мин Хо из дорамы «Король Вечный Монарх». Он как раз там действительно просто потрясающе смотрелся на белой лошади. Кстати, если вспомнить всю ту же дораму «Жена принца 21 века», получается, Пён У Сок тоже отлично вписывается в этот образ. Может, не зря говорят, что они с Аю хорошо сыгрались еще со времен Алых сердец Карё. Так что еще неизвестно, каким образом сбудется это пророчество. И последняя теория фанатов — это то, что отношения актеров изначально были фиктивными. Что вообще произошло за эти 4 года? Ли Чон Сок поддерживал Аю перед съемками и концертами, а она спела на свадьбе его брата. Но все это можно сделать и для хорошего друга. Кроме того, если вы напишете имена артистов в любом поисковике, вы не найдете ни одной настоящей совместной фотографии. Нет их и на страничках обоих актеров. Все это наталкивает на определенные мысли. Множество людей по всему миру радовались за них и поддерживали. Как бы это грустно ни звучало, знаменитости зарабатывают на эмоциях своих фанатов. Так что отношения сыграли на пользу артистам, повысили их имидж и популярность. Ли Чон Соку 37 лет, и было бы странно, если бы у него за плечами не было ни одного романа. Но я думаю, правду мы с вами никогда не узнаем. Кто-то ненастоящими отношениями прикрывает нежелательные для обсуждения события, кто-то свою ориентацию, почему бы и нет, кто-то настоящую жизнь, которую нужно защитить от любопытных фанатов. Благодаря фиктивным романам актеры зарабатывают огромные деньги и повышают рейтинги своих дорам. Ну а мы получаем красивую сказку и верим в нее несмотря ни на что. Чьи отношения вас сегодня расстроили больше всего, напишите в комментариях. Ну а на сегодня все. Всем пока!